Всем привет, на канале Александр Эмбрес. Сегодня к нам в гости попал перфоратор Bosch, модель GBH220, который не включается. Значит, наша задача продиагностировать электрическую часть, ну и, естественно, его запустить. В механику человек сказал не лезть. Короче говоря, давайте разбирать. Открутили верхнюю часть корпуса и откручиваем два верхних шурупа, вот этих еще. Ставим реверс в удобное для разборки положение. Ну и, естественно, вскрываем. Вот так вот. Сразу же после разборки бросился в глаза вот этот вот оторванный провод. И корпус, кстати, покоцанный вот здесь. И вот здесь. И изолентой примотано. Ну, короче, кто-то уже лазил. Но это не все. Обратите внимание вот сюда. Судя по всему, в этом перфораторе выгорел контакт на статоре. Ну и ответный контакт вот на этом дроссельке. Короче говоря, надо бы все это дело достать. Откручиваем вот этих два шурупа. И отсоединяем электрическую часть. Теперь отсоединим вот этот провод, чтобы он нам не мешал. И открутим держатель. Сняли пластиковый держатель и давайте дернем латунной щеткой держателя. Вот так вот. Теперь можно доставать нашу всю электрическую часть. Вот так вот. Теперь давайте снимать дросселя со статора. Один из контактов на статоре выгорел, поэтому перфоратор и не включался. Ответный контакт чувствует себя примерно так же хорошо. Помимо этого, обратите внимание, уже растрескался вот этот провод. Порван, отрезан, оторван, не знаю, что с ним сделали. Вот этот провод, этот тоже смотан. Короче, провода тоже, наверное, стоит заменить. Ну, вообще, кстати говоря, если забыть за провода, а говорить именно о вот этой поломке, то существует два варианта решения этой проблемы. Первый вариант — это поставить статор с новым дросселем. Второй вариант — взять старый дроссель, взять старый статор и просто-напросто припаять вот эти два контакта. Работать все будет так же, единственное, вся вот эта лабуда будет малость несъемной. Но тут уж все зависит от желания клиента. Пиши в комментариях, как бы сделал ты. Поставил бы новые детали или заколхозил бы. А я вообще сейчас пока что позвоню клиенту, да спрошу, что он хочет-то. Позвонил клиенту, и он сказал колхозить. Поэтому берем в руки паяльник и вперед. Пока паяльник греется, можем подоставать из нашего реверса и из кнопки провода, которые мы собирались заменить. В частности, вот этот. Из кнопки реверса в данном перфораторе провод достается довольно просто, однако у многих людей возникает вопрос, как это сделать. Берем обычную булавку, всовываем в боковое отверстие, как раз предназначенное для шила или булавки чего-нибудь там, и просто вынимаем. Потом булавочку вот так вот дергаем обратно. Ну и все как бы. Кстати, обратите внимание вот сюда, вот на провода сетевые, которые торчат из кнопки. У очень многих возникают проблемы с установкой и со снятием таких проводов в таких кнопках. И именно на эту тему я недавно сделал несколько постов в Инстаграме. Подробных, прям классных, которые вам, товарищ, рекомендую заценить. Ссылка в описании. Теперь снимем провода, которые идут у нас на статор. Они тоже нуждаются в замене. Берем всю ту же многострадальную булавку и всовываем вот сюда. Вот так вот. И опять же, вуаля, проводок как бы сам выскакивает. То же самое со вторым. Подобрали новые провода и давайте вставлять. Здесь у нас все на быстрых зажимчиках, поэтому просто вставил и все. Сразу к новым проводам подключили дроссели. Вот так вот.
Ну и давайте вот этот вот дроссельчик припаяем к нашему статору. Данный контакт вообще как бы, можно сказать, почти съемный, поэтому мы можем его вот так вот немножко в сторону увести. Я это делаю для того, чтобы заднюю стенку вот этого держателя ножиком просто срезать, чтобы она не мешала припайке. Вот так вот. Помимо этого, нам необходимо будет сделать вот такое вот сквозное отверстие в пластиковом вот этом держателе, для того, чтобы провод протянуть. Вот этот наконечник, в который втыкался быстросъем, мы срежем, зачистим чуть-чуть проводок и будем его припаивать непосредственно к зачищенному вот этому контакту. Стенка, кстати говоря, здесь тоже должна быть снята для того, чтобы не мешать пайке. Вот, примерно так. Короче, приступаем. Хорошенько зачистили и залудили наш контакт на дросселе. Затем под самый-самый-самый кончик отрубаем вот этот проводок. Вот так вот. Вот эта штука нам больше не надо. Ну и, естественно, этот проводок тоже залудим. Ну и последняя манипуляция. Следим за тем, чтобы провод у нас остался спереди. И вставляем наш дроссель. На законное место ставим. Вот так вот. То есть провод у нас торчит. Доступ к нашему контакту имеется. И все уже как бы стоит на месте. Короче, припаиваем. Ну и вот примерно что должно получиться. То бишь провод от статора с внешней стороны контакта у нас припаивается и все. Да, эта штука уже становится несъемной, но это самый дешевый вариант ремонта. То бишь, если вы будете сами вот это делать, то оно будет стоить вам нисколько. Наша задача сейчас еще зафиксировать вот этот черненький дроссель относительно корпуса, чтобы он не колбасился. Для того, чтобы не переломался наш проводок. Поэтому я вот сюда вот на стык малость суперклея вальну, чтобы оно все уже зафиксировалось. Вот так вот. Да, согласен, не эстетично, зато дешево, надежно и практично. Ну вот, как бы и все. Контакт мы восстановили. Провода, которые были в не очень хорошем состоянии, мы заменили. Щеточки, мне человек сказал, не менять. Подшипники здесь в хорошем состоянии. Их, видимо, кто-то не очень давно менял. Короче говоря, давайте собирать. Берем наш статор. На нем у нас контакт от кнопки 1. Вставляем вот так вот контактик. О, все, видите, вставился. После этого ставим еще один дроссель. Обязательно вставляйте контакты до конца, чтобы они у вас потом не подгорели. Ну и наконец-то можно вставлять якорь внутрь статора. Затем берем наш корпус электрики и начинаем в него все тусовать. Я лично первым делом ставлю провод, который идет на корпус. Вот так вот. Затем все остальное. Обязательно следите, чтобы все ваши провода попали туда, куда надо. Чтобы ничего не стало наперекос. Чтобы вот якорь не стал вот так, как у меня. А вот так вот, как надо. О, нормально. Теперь можно установить щеточки. Вот так вот. Кнопкой потом займемся. И установить держатель. Кстати, он у нас держит не только щеткой держателей, но и вот здесь вот провода. Следите, чтобы все попало куда надо. И только после этого закручивайте. Значит, теперь берем наш переключатель реверса, вставляем в посадочное гнездо и начинаем затусовывать кнопочку, попутно поправляя провода. Вот так вот. Все становится быстро и хорошо. Остается завести пару проводочков и подключить пару контактиков. Занимаемся. Вот наша электрическая часть и собрана.
Еще раз проверяем, чтобы нигде никакие провода не торчали. И накрываем верхней частью корпуса. Все сходится идеально. Теперь можно брать наш блок механики и вставлять блок электрики. Вот так вот. Ну а потом, как обычно, прикручиваем. Пишите вообще в комментариях, что у вас сейчас интересного происходит. Сидите ли вы на карантине или нет. Нас тут пока что еще не объявляли ничего. Ну вот мы наше чудо техники и дособирали, поэтому давайте проверять. Отлично. Вот смотрите. Я включил реверс на перфораторе, то бишь сверло в неправильную сторону крутится, и кнопка включения не дожимается до конца. Соответственно, обороты не максимальные. Включаем правильный режим, когда сверло по часовой стрелке крутится, и... обороты максимальные. Если ты, дорогой товарищ, подписан на мой инстаграм, то ты знаешь, в чем прикол. Вот. Но это к слову. Ну а я надеюсь, что ваши перфораторы работают, что вы подписаны на инженера Брунса, поэтому подписывайтесь еще и на мой канал. Делитесь этим видео, ну и хватит.